Мы возвращаемся к нашему марафону ESA. 2021. Летний ESA. И мы видим ResistingFrame, который будет ранен сегодня Mega Man Rock'n'Roll. Alright, welcome everyone. My name is ResistingFrame. Привет, ResistingFrame. Так. И у нас также есть комментатор вместе с раннером LV Creed. И у нас говорят то, что вот это фан-гейм, вы можете его скачать, попробовать. No, I'm just hoping, hoping for the best, and let's see what happens. LV Creed тоже один из раннеров, только LV Creed держит второе место. И при этом, чтобы вы понимали, комментатор, который сейчас вместе с нашим раннером, его отделяет буквально 4 секунды до мирового рекорда. И пока я говорил, мы уже начинаем наш спидрун. Вот, и начинается все, скажем так, с интро. Нет, это не ром-хак, это именно фан-гейм на ПК. Если бы это был ром-хак, то это бы игралось на NES, на SNES эмуляторах, но как бы вот. Стилистика, в принципе, обычно. Мы видим, что здесь что-то вот такое вот происходит интересненькое. Поэтому мы что делаем за Мегамена, это просто делаем подкаты, подкаты. Мы встречаем нового персонажа Ролл. Ну, по крайней мере, я нигде не видел еще больше Ролл, когда я видел Мегамен. Вот. И сейчас, в принципе, весь этот уровень, это всего лишь один уровень интро. Вот. Вот. И вообще за Ролл, в принципе, игра спидранится по той причине, то, что Ролл имеет двойной прыжок, как я помню, и видел, а также она в основном быстрее. Вот, мы видим то, что нашего мега-мужика заточили в ловушку, и мы ломаем машину для того, чтобы наш мега-мужик освободился, и мы оформляем с помощью него побег для его же свободы. Я иногда сам не знаю, что я говорю, но это не важно. Just say wave bye-bye to Mega Man, because this is pretty much going to be the last time we're going to be seeing Mega Man throughout the entire run until the end game. So, на то, что мы take care of your 15 seconds of fame, Mega Man, продолжаем наш this is going to путь, be и roll уровень show наполняется водой, но даже учитывая то, что мы робот, нас не поражает электричеством отсутствие костюма. А, нет, не робот, ладно, просто мега-мужик, но это уже не важно, это просто моя маленькая осечка. Вот. Как я знаю от мнения экспертов, этот фан-гейм немного сделан на лени, потому что тут, в принципе, ничего особо нового нету. И мы встречаем первого босса, это песчаная женщина. Мы перемещаемся в, наверное, Египет, я не знаю, что можно еще ассоциировать с песком. Это где-то в Африке, может быть, здесь же и происходили действия Аладдина, только сюда пришел Терминатор. Вот. У нас пока что нету, в принципе, никаких новых способностей, поэтому мы будем их себе выбивать. Очевидно. Одно из отличий уже здесь то, что, именно от оригинальных игр, то, что тут в основном все линейно идет. У вас нету выбора между боссами для того, чтобы завалить сначала одного, потом с помощью этого пойти к другому, у которого слабость от того, которого вы победили на прошлом уровне, и так далее, и тому подобное. Тут на самом деле 45-34 попрошу. Вот. О чем это я? Да.
Вот, мы будем сейчас постепенно убивать и побеждать боссов. И их способность мы будем использовать на следующих боссов. Что по факту нам это упрощает жизнь. Но как бы... Почему бы нет, но почему? Вот, мы встречаем песчаную женщину, которая пускает на нас свои песчаные смерчи. Она имеет клонов, она делает клона своего из песка, выпускает песчаные смерчи, пуляется в нас твердым песком. Спокойно от всего этого уворачиваемся, просто делаем прррр, и все, босс готов. Mostly her sandblast, her triple sandblast, and for the И most тем part, самым that was a мы pretty solid побеждаем run. But yeah, Doom Woman is just one of the worst песчаную bosses to fight. женщину. But because of the order that we're going in, she's going first because the route is actually weakness order. И мы получаем песчаный шторм. И, конечно, мы будем видеть после того, как мы победим босса, как выглядит наша способность и, в принципе, как ее можно будет применить. Мы продолжаем брать ролл, потому что ролл это быстро, ролл это катиться, и мы видим ракета-мужик. Ну реально ракету похож, ничего не знаю, может на шишку. So now we're going to Missile Man, which is next in the weakness order, and as you can see, ResistingFrame actually went into the clouds. ЛВКрит подметил то, что следующий босс, которого мы будем побеждать, у него есть слабость к тому, что мы только что получили. Что, в принципе, нам будет и проще в этом плане. И поэтому мы спокойно пробуриваем себе путь к боссу. Тут довольно бодрый геймплей, бодрый спидран. Тем более за ролл, когда мы можем быстрее бегать и прыгать. И прокатываться. Вот. Тем более, большинство уровней здесь, они проходятся примерно за минуты 2-3, по той причине то, что... не повезло, бывает. Я так понимаю, он думал запрыгнуть на, собственно, вот эту вот движущуюся платформу, которая может также задамажить. Ничего страшного, бывает. Вот, но, кстати, он был очень близко к тому, чтобы на следующий чекпоинт приблизиться, но... Этот фан-гейм, это слишком ленивый и унылый фан-гейм, по мнению экспертов. Одного, который мне подсказал насчет этого дела. Вот. Тут и, в принципе, нету гличей, поэтому мы просто смотрим, я не знаю, на обычное быстрое прохождение игры. Поэтому пытаемся попасть в цикл, чтобы не попасть под трубы. Активируем бомбы сразу, делаем подкат назад и укатываем к ракета-мужику. Вот он прилетел. Встал. Готовится. Мы сразу меняем нашу способность на песчаную бурю и просто выветриваем его отсюда. Тем самым мы побеждаем ракетного мужика. И получим сейчас способность всего. И это... Как вы думаете? Что это может быть? Конечно, это будет ракета.
But seriously, we got the blast missile, another very powerful weapon. As you can see, the game pretty much displays all that it does. It actually destroys breakable rocks, and this is actually really important. Besides this being a weakness route, this is actually a very important item route. As you can see, Mega Man just not got the rush coil. He did not start off with the rush coil in the beginning of the game. We actually get 3 items, 2 for Mega Man and 1 for Ro. It's the one for Ro that is very important, and we get hers after the 4th Robot Master. Ну, этот песен, в принципе, фигурировал и раньше, но как бы почему бы и нет. И мы видим Тайд. Морской мужик. И у нас стартует подводный уровень, где мы будем спокойно пролетать, уничтожать рыб на нашем пути. Ну и, конечно, приходится использовать ракеты по той причине, то что выбора особо нету. Ну и, в принципе, ракеты как раз помогают в последующей зачистке, чтобы нам ничего не мешало и чтобы нас ничего не ударило, как и, в принципе, песчаный шторм, который просто будет уносить вверх ваших противников, которые вам мешают по пути. Вот. Тут можно сразу заметить то, что появляется вокруг персонажа маленький такой интерфейс, который показывает нам, что мы можем поменять способность какую-либо. Вот. Видим рыбу-удильщика, что-то вроде подобия рыбы-удильщика, вроде бы так эта рыба называется, которая манит своим светом и потом вас сжирает. Вот. И понимаем то, что свет вырубили, приходится как-то ориентироваться. Активируем некоторые источники света с помощью песчаной бури и снова выбираемся туда, где есть свет, где есть еще хоть какой-никакой свет, все видно, и мы перемещаемся к морскому мужику, и мы будем использовать ракетки, потому что, как можно заметить, они наносят довольно большое количество урона. И все. Аквамен ладно, не важно. Jitters, man. Побеждаем уже третьего босса, и мы получаем щиточек, браточек. Этот щиточек, это пузырь. И он, кстати, может помочь нам на, скажем так, в локациях, где есть вода. Мы не потонем, мы просто будем в пузыре. Вот, и мы переходим к дракону-мужику. Только это просто реально механический дракон и не дракон-мужик, но это не важно. Just like Tideman, it's going to be insanely weapon intensive. You're going to be using all of your current weaponry to get by this stage as quickly as possible. Вот. На данном уровне нам придется использовать, наверное, весь арсенал для того, чтобы просто пройти дальше, потому что нас будет встречать довольно много препятствий, поэтому мы все то, что у нас есть, мы используем на нашем пути и параллельно пытаемся убежать лавы, которая на нас надвигалась. И мы просто продолжаем свой путь. Можем еще, я так понимаю, использовать песчаный шторм для того, чтобы немножко потушить... он просто будет поднимать огоньки, которые просто там по плите бегают, он просто их поднимет вверх, и будет микромомент для того, чтобы просто пробежать дальше. Поэтому вот. И, в принципе, продолжаем потихоньку наш путь. Я при этом удивляюсь, как до сих пор хватает какой-либо энергии для того, чтобы
использовать жало, ну, хотя, наверное, по пути с врагов выпадает. Вот. И мы видим дракона-мужика. Мы будем использовать против него щиточек-браточек, потому что при, скажем так, соприкасании с противником щиточек будет взрываться и наносить какой-либо урон. И мы нашей пузырной атакой, пузырным щиточком мы уничтожаем дракона. И мы получаем огненное дыхание. Реально извергаем дыханием. Даже можем расплавить лед нашим дыханием. У меня такое обычно после водки. Но это не важно. И после этого, возвращаясь на нашу базу, мы получим птичку. Я человек русский, простой, пойми. И после этого мы переходим к полярной женщине. И честно, когда я узнал то, что после уровня с драконом-мужиком мы видим полярный уровень, для меня, если честно, это стало немного странным. Потому что, во-первых, это очевидно, во-вторых, серьезно? Но, так сказать, не надо решать. Перепрыгиваем снеговика, используем пузырь для того, чтобы еще подняться на механическом пике и защититься от всяких таких шипастиков, которые появляются. Также используем птичку для того, чтобы чуть дальше пролететь. Можем сразу увидеть использование пузыря на воде. And pretty much just going through the rest of the stage as intended. But I'm going to talk about a little bit of some of the extra features that Rock and Roll has. As you can see, ResistingFrame has been making use продолжаем наш путь к полярной женщине, которую нам придется согреть нашим огненным дыханием. Зажарим, так сказать. Вот. Говорят, что на клавиатуре есть вообще на каждую способность бинт, что помогает быстро переключаться между способностями. И полярная женщина растаяла у нас на глазах, пока я это все дело говорил. One of the things that I will say about this game is that this game kind of holds somewhat towards the Mega Man 6 style AI in that Robot Master can do a same action twice before he does his next attack. После победы над полярной женщиной получаем способность делать снежок от маленького до большого. Также он помогает нам в том, что мы можем заморозить противника, и он для нас будет маленькой платформой, или мы можем просто перепрыгнуть его, и он нам не будет мешать. И мы после этого переходим к реактору-мужику. И когда я увидел этот уровень и вот это вот лого, которое мы будем видеть практически на каждом экране, первое, что я подумал, это не реактор-мужик, а человек-молекула. Потому что чубы нет. Пытаемся также в цикл, чтобы не попасть под лазеры. Мэшим, чтобы
уничтожить арбу, которая нам мешала пройти дальше. И продолжаем нашу интереснейшую платформу, параллельно кастуя щит, который нас спасет от того, чтобы мы получили какой-либо урон. Видим дискошары, и вот в них по-любому сидят те, кто... что? Он попал под лазер. F. Типа хайп. Вот. Видим дискошары. Я считаю, это те самые ребята, которые уничтожают лампочки, потому что никто не может быть ярче их, как говорится. Вот, поэтому... И спокойно продолжаем наш путь до босса. Конечно, довольно интересный уровень в плане платформы секции. Мотивирует для того, чтобы не упасть, так сказать. Иначе нам придется снова возвращаться к той контрольной точке, которую он начинал ранее, когда умер. Именно здесь первый раз попав под лазер. Ну, конечно, тут есть платформа, которая будет нас закрывать от данных лазеров. Перепрыгиваем большой глаз, и мы переходим к боссу. И этот босс хочет нас аннигилировать. И все, чем можем мы его остановить, это будет снежок. Сибирский холод побеждает в этой битве. Вот. И очередной босс повержен. Well, it wasn't shown, but yes, you can actually full charge the snow roller and actually freeze Reactor Man in place. И мы получаем способность the DPS of doing uncharged rollers makes the fight a little faster. Заряжать лазер. На русском аннигиляторная пушка. И что вы думаете? Да, эта способность нам понадобится на следующем боссе. Ну и также нам все эти способности понадобятся на босс-раше, как я помню, как я знаю, потому что босс-раши есть везде. И мы получаем собакена скейтборд, и нам дали банку. Знаете, какую банку? Банка. Энергетическая банка. И мы видим призрак женщины. Призрачная. Опа, скример. Испугались? Е-танк вообще-то. Не важно. One of the side goals of the game in general is that those 4 robot masters are hidden in 4 stages. Мы находимся в замке, идем за водопад, за которым находится энергетическая банка. Монстр черный. Вот, и мы встречаем здесь мини-босса в виде Скулмена, который успевает выстрелить что-то в интересной форме. Надеюсь, никто не увидел. Вот, и мы проникли в замок, где находятся ловушки в виде щитов. Поэтому мы спокойно все это дело доджим, уничтожаем лучника и присел на пику. Это было больно. Это уже что, 3-я смерть получается за ран? Вау. Ну ладно, хотя бы чекпоинт на самом деле недалеко находится, поэтому мы используем нашу птичку для того, чтобы пролететь чуть-чуть дальше и пролететь чуть-чуть выше, для того, чтобы просто продолжать путь. Вот. Ну, видимо, он не успел в прошлый раз по-нормальному нажать на птичку и спокойно совершить двойной прыжок и пролететь дальше, но что бывает, то бывает.
И вот, например, сейчас остальная часть уровня это в основном просто полет на птичке и пытаясь доджить все, что мы видим. I have a $50 donation here from Hinsero that says, "Go И ResistingFrame." сейчас это донатор. Пришел донат $50, который желает рейнеру More than, give me a moment here. I would like to remind you идти all of дальше, all the поддерживать. amazing things that your donations help with И мы for Save the переходим Children. к When you give to призрачной Save the Children, женщине, 87% of every dollar и мы goes straight будем to ее their mission, changing the аннигилировать lives of millions с of помощью children нашего around the world. лазера, Everyone here, you are making a huge difference in the lives of so many people оформляя around the world. So аннигиляторную thank you for that. пушку. И не успел последний раз стрельнуть. Ну, у него, кстати, хороший, на самом деле, сейчас паттерн босса был, для того, чтобы его довольно быстро завалить. Но немного не попал в тайминг, что бывает. И мы сейчас получим способность душевная ловушка. Мы можем увидеть ее применение. И это, кстати, на самом деле полезная способность будет на, вроде бы лейт-гейме, если так посмотреть. Именно когда уже босс раша. Вот это вот все. И мы видим сейчас божью коровку. Леди Баг, короче. Только во вселенной Мегамена. И мы попадаем, в обычный лес. Может, тайга какая-нибудь. Вот. И мы даже увидим какое-то здесь камео в виде какого-то одного из боссов, как я сейчас правильно услышу, поднимаем энергетическую банку и продолжаем наш путь, параллельно кастуя щиточек, который нам помогает в нашем пути. Уносим всех врагов вверх, благо они не появляются на следующем экране. Вот. Тут довольно много ловушек, вон видим металлические желуди, которые зубами толком не прогрызть. Благо щиточек нас в такие случаи спасает, вроде бы не пробивают. Вот, и довольно спокойно пробегаем всю эту локацию. И мы кастуем душевную ловушку, потому что благодаря этой ловушке мы ловим ее маленьких боженьких коров. Тем самым, когда она пытается подняться вверх, она задевает эту ловушку, получает довольно много урона и тем самым умирает. Вот. Все довольно просто. И мы получаем дрона. Мы получаем божью коровку дрона. И они готовы просто расстреливать все, что видят. Просто делать и готово. И теперь у нас такой интересный левел начинается, где мы по факту возвращаемся туда, где мы, я так понимаю, были в начале игры, как я вроде бы понял. Да, тут ловушки, да, тут еще что-то, мы тут пытаемся что-то нажимать, от чего-то уклоняться, вон спокойно даже по шипам практически ходим, когда у нас есть там кадры неуязвимости. И мы сейчас будем идти, скажем так, до первой половины этого уровня, именно до вот этого босса в виде большого глаза. И вторую часть уровня это будет за Мегамена. Да, теперь у нас начинаются такие уровни, где мы играем и за Ролл, и за Мегамена. И выглядит это на самом деле довольно прикольно, на самом деле.
Потому что, ну, почему бы и нет? Неплохое, наверное, решение. Я считаю. Поэтому делаем практически все то же самое, но у Мегамена тут даже немного покороче уровень. Вот. И выпрыгиваем за ролл и начинаем стрелять в глазу. И мы будем уничтожать его именно ракетками, потому что ракетки это его слабость. И довольно быстро происходит босс-файт. Вот. И начинается по факту финальные уровни, где мы идем до доктора Вилли. И мы будем, скажем так, идти до доктора Вилли и со стороны Мегамена, и со стороны Роу. Поэтому по факту, я так понимаю, тут будет точно такое же количество левелов, сколько это происходит и в, не знаю, в обычных классических мегаменах. Хотя сколько, я уже вам честно слова не скажу, но у нас вот будет немного уровней за Мегамена, немного уровней за Роу, потом босс Раш и, конечно же, сам доктор Вилли. Вот, и на подобных уровнях нам придется менеджить нашу энергию на каждой из способностей для того, чтобы пробегать дальше. Потому что, ну, как вы можете видеть, тут каждый экран наполнен чем-либо только можно. И мы уже, я так понимаю, подходим к боссу данной локации. И это что-то около мусорщика. Казаняк! Эпоха! Возвращением. Вот. И... Ну, по этому уровню можно сказать, что особо ничего и не меняется. От левела с реакторным мужиком. Да, вроде бы... Нет, не реакторный, миссилмен. Ракетный мужик. Во. Вот, и мы видим робота ковшик. Это ковшик. Это обычный такой ковшик, который мы будем уничтожать с помощью душевной ловушки. Поэтому мы просто все, что мы можем поймать, ловим и запускаем это в босса. Тем самым мы его побеждаем. Его же слабость. Пока сейчас переходит на следующий левел, я сейчас... Вот, и мы переходим на уровень с Роу. Где нас тоже будут ждать такие интересности по факту. Тоже один из боссов, которого мы еще не видели. Вроде бы это будет Булб. Я, честно, название просто уже не помню, поэтому извиняюсь. Вот, но осталось по факту не так много уровней. Поэтому... Да, я правильно все помню. Тут довольно сложный уровень в том плане, что тут много завязано на платформинге, и нам надо вовремя активировать все вот эти платформы, чтобы пройти дальше. Вот. И уже... Я только сказал уже, он опять куда-то падает. Ну, ладно, неважно.
Oh, you gotta be kidding me, man. Второй раз. Это какая смерть уже по счету пятая? It's a small target and the game is rough. О, A game over to Oh. marathons, especially for a game like this, is Oh. not Мы that начинаем весь uncommon. левел сначала. But I'm sure ResistingFrame is gonna Да, к bounce right сожалению, back. Come on, все Jack, дальше give me your жизни energy. потратились. I'm pretty sure ResistingFrame Поэтому will нам love to have your приходится support as he перепроходить этот continues on this уровень very заново, tough yet very учитывая awesome то, что game. он и так But занимает, since в we're about to go принципе, through some минуты-две. retreaded territory, I think this is a pretty good time to roll out some more donations as ResistingFrame catches up. Вот. Fantastic. I have a И пока $25 donation here from перепроходит Paturo with no снова этот comment. же уровень, Thank you so much for that donation. And then we have a $50 donation here from Boots42. There's a little zero hiding between the O's there. That тут says, читаю I'm донаты. digging this event. And Если the бы я charity work. додосил Gotta go раннера, fast. And they put that я $50 бы тут towards the дольше Dark сидел. Souls 3 Но я 100% хоть glitches пораньше bonus немного game. уйти. Fantastic choice. I'm a big Dark Souls fan. We appreciate all your donations, friends. Вот. Ну, довольно быстро доходит Oh, I до got one more. нужного. One more. Okay. Well, then I'm going to read до another нужной little blurb here real quick секции. on what your amazing donations can do До to финального help out экрана save the до children. босса. Just Тут на самом деле уже $10 реально here не can так buy много malaria осталось. pills for 20 kids. До That is a босса нам massive impact. решил немного энергии выделить на So now подсейв. that we officially caught up, as you can see, these light Вот, up lights и are gonna come up at the лазер, very end. который мы As видим, long вот это as вот he doesn't get аннигиляторную that пушку, last только little немного gotcha побольше. activator Мы that will просто wall ролим и ролим и ResistingFrame up ролим if he до того actually момента, hit that one. And for those that are prone to пока flashing lights, you might want to look away мы не дойдем до just for a босса. quick А вот и second. босс. Because И while this чтобы is gonna be победить very этого bright, this босса, is gonna нужно, be a чтобы very он fast kill. открылся, So и don't мы просто запрыгиваем в него и начинаем просто расстреливать его изнутри. То, что его слабость — это обычная первоначальная пушка. The Desert Storm. You're supposed to get inside the big Да. bulb, fire a Desert Storm, and it spits you back out. However, the creator, Dennis Engelhardt, actually made a И little нам bit of an Easter egg осталось in that if по you overcharge it факту with a charged laser, you can actually instant kill it, and that is еще 5 bar два faster than уровня, doing it потом normally. босс-раш, а потом и последний босс. So, Поэтому сейчас for мы идем Mega до Man's Rock's second Wily stage. If you thought the difficulty такого was босса, ramped up как already, this is where things begin to такой get злобный serious. куб, Because the main gimmick for this stage are который these explosive любит platforms, which aside просто from your shots, can also be туда-сюда activated by those телепортироваться. changes that come out Я же on some правильно, of я the не путаю pitfalls. уровень? So Вроде if нет. your platform is not tight, you can be stuck in a situation where you get Или caught это... up by the enemies. А, не, я And путаю, one of ладно. having Chinky Для Maker этого just еще рано. casually get on a exploding platform, Это будет and следующий guess уровень. what? You're sent into a one-way Тут trip будет straight into an abyss where один a только lovely босс, little life just он, ends. собственно, будет связан с But водой, as you как вы saw уже могли ResistingFrame get заметить, through that, потому we как go through this поменялась little quick underwater локация, section. Nothing все вот too это данное special about it. пространство. Just make sure that your Мы platforming используем is pretty much также straight away uptight, and just use the э, shield bubble as needed to get rid of the щиточек для rest того, of the чтобы area. не However, тратить время для того, we ain't чтобы done yet. So remember those explosive platforms? подниматься. They make a return, and it gets crazier. Because now we got those big changes, and yes, that Поэтому was сейчас some довольно такой... charge laser use in Могло... order Тут, to грубо говоря, plow a quick не о чем way особо to говорить, мы make sure просто that you наблюдаем do за not stop that прекрасным area. платформингом Stopping in that в small исполнении little set of раннера screens is one of the most dangerous до areas. конца I've seen a lot of new players ставки get tripped up осталось by it, 12 and минут. ResistingFrame was able to get through that very cleanly. Вот. Немного поддали ускорение, и пока мы делаем подкаты до босса, нас атакуют рыбы, которые делают рывок именно в нас, но нам похер. Мы люди простые. И у этого босса довольно такое сложное название, поэтому это просто рыба-шар, но это не рыба-фугу, но это не важно. Вот, поэтому наша тактика будет такая, мы используем
Snowball, и после этого мы используем ракетку, тем самым мы наносим довольно хорошее количество урона в комбинации, и тем самым мы побеждаем. Get rid of some small little shieldy ores that Этого block босса, shots. да. Get that out of the way, and then just use a charge laser in И order to нам defeat it. остался But now we get последний fun. босс со стороны And the map Roll. just showed you already from the get-go how fun is going to be. As you И saw нам Roll говорят going то, что upside down. этот уровень довольно Roll веселый is one of по the своей стилистике. craziest stages in the entire Только я game. сказал веселый, неважно. Had to take a quick Вот. It just and ResistingFrame hadn't even got to the crazy portion yet because this is where тут много and some of the platforming interactions get a little bit crazy. Добавляется элемент того, то, что мы двигаемся по одному экрану слева направо, справа налево, то есть мы спокойно так по одному экрану можем менять наше направление, ожидая того, что мы перейдем на другой экран. И вот это довольно, кстати, интересно. Спокойно на кадрах неуязвимости мы прокатываемся по шипам и проходим дальше. Этот уровень также называют как фиолетовый ад. Ну, я думаю, понятно почему. Я думаю, тут мои объяснения не нужны. Что? Он задел шип? Easily one of the longest stages in the game because these gimmicks just он задел часть шипа, пиксель буквально, когда он стрельнул в верхний шип, и тот опустился вниз для того, чтобы, скажем так, организовалась платформа. Вот и I'm just gonna, yeah, that's better because if I would have, I didn't have enough energy, so. Уже второй гейм-овер пошел. Ребятки, что там по ставкам? Мне кажется, красные на этот раз могут победить. But yeah, once again, as ResistingFrame catches up to я сейчас гляну, сейчас, ладно. Чё по Мегамену? Да, свое название фиолетовый ад сразу, как оно видно, оправдывает. Drake's skin, which includes Donut Drake, Elena Fisher, or Victor тут, Sullivan, принципе, and clearly the front runner is Donut Drake. Да, короче, казуалов посадили играть, как бы мы бы все лучше сделали. I'd love to see that number grow. Больше ничего, в принципе, такого и не сказать. So yeah, as ResistingFrame returns back to where it was, as you can see, ResistingFrame is just generally looping around the area, just navigating throughout the complete wraparound. Of course, there we go. Using the actual terrain to actually help navigate the area and trying to make some safe на 3 минуты. But as you can see, because of how crazy this is, high score man by score man. Это уже точно не Warpace, 100%, so you don't have to worry about that. Потому что VR у нас 43 минуты, а нам остался еще Доктор Вилли и босс Ра. И на кадрах неуязвимости протаскиваем себя сквозь шипы, доджим все, что можем, пытаемся делать все, что мы можем. Будучи кузолом эту игру вообще не пройти, наверное, но если постараться, можно все. Главное держать эту мысль в голове. Если есть время и желание, и в принципе, если вы около спокойного человека, то в принципе почему бы нет, можно в принципе спокойно пройти.
Вот. Not Ну, only сейчас am у I нас, в принципе, speedrunning this game, but I actually побольше have playtested this game, ХП, and I и this мы stage можем was one of the спокойно ones дамажить that I helped себя, work on. и тем So самым yeah, this мы stage можем is nutty пройти for a дальше. Но variety of желательно именно reasons. получить дэмэдж перед But тем, yeah, resistance как frame, мы get упадем to на the boss шипы. door, Вот. and И you начинается saw веселый Yoku blocks, босс-файт you saw с small little devils. Say hello to куб, the unholy с кубом. marriage of the two. Say hello to the Yoku devil. So with the Yoku devil, Его you're gonna be using называют the fire bass to pretty much try to defeat this boss as очень, quickly as possible. очень интересно, Even что using the даже fake я не понял Yoku на слух. blocks Вот. Но as наша a means тактика to довольно проста. Опускаемся на provide платформе, ловим ammunition этот куб to и destroy the стреляем в boss as него quickly as нашим possible. огненным Fortunately, дыханием. as you can see, the wraparound is still in effect. Like I said, there are 0 pits in this stage, so you're not in a threat of a fall довольно death. быстро проходим For what данный is worth, that was still a уровень. pretty solid И recovery мы after переходим what actually на was a pretty rough босс-раш. stage. А на босс-раш у нас будет примерно But минут now, 5, this is where я так things понимаю. get a little bit on the long side. Поэтому, Because, like I said before, походу, по you saw нашим ставкам Skullman in the previous stage, and I told you that красные before да победят. that Я one of the так main думаю. objectives is to Потому actually что save 4 of the довольно уже robot много смертей masters that произошло. was Вот. kidnapped. So if Видим you еще were одного unable to save огненного one, мужика, который as you будет can в see нас right now, guess what you have швыряться to огненными do? стенами. You're gonna have to fight each and every robot master that you didn't save in Вот. this stage. И мы должны So the first здесь one, сражаться since we с get теми Mega Man, робомастерами, которые choosing between мы rock and roll in this не stage is видели в игре вообще. Вот. masters as Mega Man here. The Немного first, as you saw, was Fireman, who has a little bit of extra attacks on his end. Тем, то, чтобы получить And of course, since you had дэмэдж и 4, пролезть. you can kind of expect there's Это another уже one along the way. Поэтому мы проходим к So, say следующему hello to боссу. the second Это one. We got Honey пчелиная Woman, женщина. the Пчелина. unused concept that was originally made for Mega Man 9, Поэтому which was мы replaced используем eventually опять by же наше Hornet Man. огненное дыхание, Honey Woman makes an которое, appearance. во-первых, Her дамажит, attacks во-вторых, are может similar еще to Hornet поддамажить Man в in том that случае, you если see мы those 3 заденем hornets одну that из fly ее across the пчелок, screen, и but also она shoots a little bit of honey that does do damage разлетится and в does 4 impede стороны Mega и Man's в лучшем movement in a случае little bit. попадет. Also has a Вот, little и diving сейчас мы stinging примерно тот же attack. путь будем делать за Роу, But of course, потому Mega что Man почему section бы is и over. нет. Now we do roll side. 3 минуты до конца We already осталось, saved примерно же еще Skullman, и so fortunately we don't have to в fight этот же him момент because we saved him. 5 с лишним However, минут we got a остается little до extra. Thanks конца to рана. thanks to Мне the gracious кажется, то, что kindness может быть of Оливер Mr. снимает, но Weird это не точно. Мы Guy, видим чела, we который get любит Dagger Man, швыряться who was a ножами, guest Robot Master appearance from поэтому another fan game мы called пытаемся Mega Man от Super него Fighting Robot, уворачиваться which is another и good ловить fan game that I его в definitely душевную recommend you to ловушку. try and play alongside А, this one. Trust me, it's also И good. But you просто also got to проходим use the Soul дальше, Trap in order to уносим defeat that ветрами вверх quickly, всех which is going to противников, be которые мы important видим as перед far as собой, Soul Trap и ammo просто goes. продолжаем наш Because путь ко второму with боссу, the пополняем Robot энергию Master weakness на routing, ракеты, я Soul так Trap is going to понимаю, be pretty уничтожаем important большой to глаз, и use. мы сейчас And like I said, since we saved проходим Skullman, you don't have to have to fight him. All it скелетону, is just, you know, just a который skeleton Joe. просто развалился. And you Бывает. think we're done with that. И теперь у нас идет босс-раш. Начинаем, You конечно got же, several мы more fights. с Yes, песчаной this is the refight женщины, stage. против которой мы будем использовать that you are potentially fight 4 robot masters in дронов, this stage. которые Combined нам with the 8 that you подарила fight here, if you don't save every single robot Божья master, коровка you're pretty женщина. much going to be dealing Они with нам 12 boss fights помогают в том in плане, this то, что stage мы alone. просто можем ее And there еще are больше some things заспамить that are different, такими like so. дронами. Because this stage Идем also к features a дракона-мужику, little bit of a tag mechanic. спамим You're щиточек, going to be using both rock and с помощью roll in которого these refights. он довольно быстро And this is умирает. И where благо the то, energy что consumption после for каждого both босса weapons are very important. у нас Especially for Mega Man, у because них he's going to выпадает need some орб of для that того, shield чтобы bubble. восстановить And себе that is полностью where ХП. the weapon tank that we got Встречаем long ago in Missile Man stage Божью is коровку going to be женщину very и important. довольно быстро ее In разносим Rose's с case, помощью there's ловушки. not На этот many раз changes to the
что ж, все to довольно the быстро, boss но route. энергия For уже потихоньку Mega Man, кончается. however, since you Встречаем haven't полярную been женщину, doing these энергии bosses уже as не Mega настолько Man, много you're на gonna have to огненном use дыхании, Mega Man's поэтому мы own сейчас, наверное, physics будем смотреть на то, to try to bypass a lot of these robot как мы будем... masters, since you don't have А, double jump у to help нас you была navigate some of the fights that we needed. баночка, W-баночка, But of course, since we got которая easy восстановила нам, в bosses, принципе, всю we got энергию. Mega Man taking care of Polo Woman easily. Вроде как всю Another энергию. quick quality of life feature in the Встречаем fights is that if you go through a robot master реактор with full мужика, health, которого like we мы did, you don't have спамим to с get the weapon помощью pickup. The снежков. game just automatically just teleports you. You Аккуратно, don't have to get спокойно the pickup пытаемся to exit out. не пропускать ни A единого very clean счета по Reactor Man нему. fight. Вот, и But for после Mega этого Man, мы it's his first встречаемся с shot призрачной женщиной, достаем нашу at аннигиляторную Ghost Woman. And пушку this is going to be и, important в for Mega принципе, Man's ammo начинаем все так же supply ее разносить. because he's И, going to need some в charged laser принципе, later on. нормальный Okay, we got паттерн double window пошел, flash. That's unfortunate, but that's fine. но But we got a little bit of a shadow ладно. stalker. Там она But he начала didn't пускать get caught by the soul призраков, trap, но это уже, в so принципе, не важно. no И real встречаем worries about time lapse. ракетного мужика, Missile Man, достаем pretty much the same fight наши as the ветра, first. Just начинаем try to position его yourself поднимать в in a воздух, way но that он you не can get поднимается 2 особо. hits per one И примерно Desert с Storm, and hopefully he does not go into missile phase, 3 полных атак, where he's четвертую не completely считаем, она invincible. особо не попала, Alright, Tide босс, Man, once again, we're looking for 3 ракетный fishes, мужик but улетел, since и we мы don't have видим room for Аквамена, double jump снова recovery, Аквамена, alright, которого we're мы good with the спамим fishes. ракетками What's our next вплотную, attack? потому что уже по факту We это got an последний босс. anchor. A little bit of a missed shot right there, but И that's мы fine. Oh, переходим what's this? Another capsule? Here's последнему some Lord боссу. bomb for you. Proto Man was Это actually Kotal Man? captured in the intro stage as well, and Да. and he needs to be saved as well. So if you don't И save him, наша you'll единственная get a здесь тактика 13th это просто potential уворачиваться boss и fight in спамить Proto Man here. выстрелами But с Proto Man is a very simple обычной fight. All he пушки. really does is just hops around, shooting his proto shield Бабы whenever he заканчивают jumps. ставки, It да has his charge shot. уже вышли за But ставки, other than that, he's a very simple fight. You pretty much just говоря об mashing этом. him to death. Вот. And there you go. Всё. Boss refights all Мы done, закончили с рефайтами, all и у over. нас And for остается Remo and say goodbye to Вилли. Rome. У нас Yeah, the украли very last женщину, capsule that is done in this stage, the как я person понял. that makes the last kill Бывает то, gets что у нас kidnapped. And крадут there's мега gonna be a мужика. single character alone Да, for this final на этот раз у нас stage. украли So we're gonna start with Rock, and actually, like I у said, нас start украли with женщину, Rock поэтому мы at the будем start этот of the уровень довольно previous медленно stages. проходить. Good И luck, походу because compared мы to будем Rome, ломать ooh, коленные чашечки раннера, потому что до конца рана осталось but больше, yeah, чем или once уже you see меньше, чем 30 секунд. Да, 30 секунд, какие get to the 30 gate, секунд, you'll извиняюсь, kind of 30 see секунд. why it's a little faster for Mega Man to run through this stage compared to Roll. Because as soon as you get to this gate, it's much faster for Mega Мы Man to падаем get to the boss к room compared to Вилли, Roll. Has to к take a little bit of an доктору extra Вилли, к effort to get последнему to this particular boss боссу, fight, как which обычно это is бывает в kind Мегамене. of a bit of an insane Этот beast. босс довольно очень This простой, мы small стреляем machine по utilizes the tag team вот этим mechanic, where лампочкам, charge которые laser for the заставляют first phase is gonna be глаз king. босса Not only is the открыться. weakness for this fight, Вот, it поэтому мы also сейчас quickly бегаем activates туда-сюда. the light that's under it И to оп, open всё. up the eyeball, which is А the он не weak spot. растевает. It's the fastest method of opening the Вот. eyes, and you're gonna be using it. Используем This is лазер для why того, charge laser чтобы ammo быстро is открыть paramount глаз, for и both после этого runners, мы спамим по well, for глазу. both players. После того, как разрушаем But все it это gets a дело, little мы more берем ветра complex и because начинаем now, наш with a спам combination of ветрами. Desert Storm and actually Тем то, Beetledrome что to когда put right он inside выпускает the свои вот эти bombs вот right бомбы, there мы их that поднимаем Dr. вверх, Wily's dropping, that и little opening, you're gonna мы use тем that самым combination in order уничтожаем to deal the most amount of damage. And now for the всю final вот эту phase кабину here, доктора the Вилли. Wily capsule, and time will be coming up as И this will be the сейчас final fight of this game. остается финальная So драка с this is доктором where Вилли, shield bubble поэтому ammo comes in все, very что мы можем important, делать, это and especially спамить for Mega Man because he had very low, and that's щиточком, time. и He had low shield bubble в принципе, ammo coming toward his fight, which я is так why we понимаю, had to все. use the weapon tank Да. at the very beginning of the refights to make sure Мы he's видим topped то, out. So что whenever it доктор comes Вилли to him, опять нас he has some shield bubble обманул, to make и this fight as quickly as possible. мы But yeah, улетаем that's pretty отсюда. much game ГГ. on
Клапа. Mega Man Rock and Roll. GG's ResistingFrame. Такой молодой, а уже без чашечек. Да, да. Do we have time to give RF before we sign off? We're good. Oh man, that was tough. Это было весело, говорит ResistingFrame. Well, regardless. А это был мега Thank you, мужик ESA, for рок-н-ролл. allowing this run to be presented. Once again, this is a free to download PC game. Нам опять же All they gotta говорят, do то, is что just search for это Rock and Roll, and it бесплатная will be игра для available ПК. Вы one of the можете first ее options найти to get. и скачать, а также It's a hard опробовать. game. It's a very hard game, but it's a rewarding game. And RF, thank you for allowing me to commentate. Это награждающая игра. Oh, thank you for helping Она out, вас man. наградит за ваши страдания. Probably would have went worse if I was talking. But yeah, at this point we're gonna sign off because it took some time for us to get set up. Вот. So hope y'all enjoy the run and peace out, ESA. Keep up the good work. Alrighty, friends, can we get another big cheer from you and your favorite Robot Masters for ResistingFrame on that amazing run of Mega Man Rock and Roll, and благодаря Creed for the spectacular commentary. прекрасный With that ран, said, coming up, we веселый. have the Scruffington running. Let me get a deep breath here. Devil May Cry 5 Special Edition New Game Human следующей Nero игрой Dante будет V on PlayStation Devil 5. May Cry 5 After a setup Special that's going to be easier for the Edition. tech crew than that name was for me to say. We'll be right back. И, в принципе, всё. Have you checked out И speedrunstore.com yet? это был 100% мега of мужик. proceeds during ESA summer will be donated И to Save the Children, следующей игрой including the будет, proceeds from the fabulous event опять hoodie же, Devil and May Cry